Right now we're in an area called Donetsk North, which as it sounds is just on the north side of Donetsk, actually near the Donetsk airport, just about a little over a kilometer from the front line itself. And as you see behind me, this is an area that's come under intense shelling. This apartment building here that has this hole in the side of it from a Ukrainian shelling attack is one of the many apartment buildings here in this small village, which has just a handful of people left in it. I believe this might have a total of 8 people still living in this massive apartment building, because all the others had to evacuate or had the opportunity to evacuate, had other places to go because of the war, because of the shelling from Ukrainian territory, which is just, as I said, a kilometer that way. And as we see, that shell hit here. So we're here today. There's some volunteers, an organization coming to help some of the few people, the elderly people that are still here because they don't have anywhere else to go. So we're gonna talk to the volunteer organization and talk to the people here to see what they have to say, see how they're living, what the situation is, how hard it is to live by the Ukraine war front line. So here we go. It should be interesting. And please like this video, share it across all social media, and remember, we're totally independent, crowdfunded, so you can find the link in the description or on the screen to support our work. And we're going to show the world together what's really happening in the anti-Ukraine government Donetsk People's Republic territory, because the Western media won't show you anything. The Western media totally blocks out any information that comes from here. So this is the only source of English reports coming out of this area. So let's show the world. Добрый день, друзья. Я представляю организацию Координационно-правовой центр «Война и мир». Зовут меня Андрей Седлов. Сейчас мы в очередной раз приехали на оказание помощи мирному населению. Это одна из основных задач организации – помощь людям, пострадавшим после обстрела, находящимся непосредственно в прифронтовой зоне. Сейчас мы в поселке Донецк-Северный. Приехали оказать помощь 2 одиноким женщинам, проживающим в этом поселке. Дом, в котором они проживают, находится без газа, без отопления и без нормального водоснабжения. Единственная котельная, которая обслуживала этот поселок до войны, полностью разбита огнем ВСУ. У людей большие проблемы с обеспечением себя продуктами, лекарствами. И мы сегодня вместе с Анечкой привезли им продукты, лекарства, померили женщине давление и оказали необходимую консультацию в плане дальнейшего их, скажем так, поддержки медикаментозного и в плане социальной ситуации. Координационно-правовой центр прежде всего занимается именно помощью как семьям военнослужащих, так и мирному населению, которое, как я уже говорил, находится непосредственно в красной зоне. Занимаемся мы этим начиная с 2014 года, когда это была просто сначала интернет-группа «Война и мир». Впоследствии мы стали работать и сотрудничать с АД Новороссии Игоря Стрелкова, а дальше мы уже стали работать самостоятельно как Координационно-правовой центр, помогая семьям военнослужащих правовой и социальной поддержки и мирному населению. Ну, в том числе и детям, которые остаются одинокими. Вот перед этим сюда мы заезжали в детский дом, с которым мы давно работаем. Это детский дом на Засядько. Завезли им памперсы и небольшие, скажем так, передачи от наших друзей с Петровской общины. Это печенье, полников, то, что мы всегда им привозим. Вот, в принципе, вкратце все. Да. Паста, Спасибо. Это продуктовая. Здесь продукты, первой необходимости есть консервы, сахар, крупы для вас и для ваших соседей. Спасибо, да, она с больницы вернется. Ну, про это еще раз говорю. Аптечки. Аптечки первой необходимости. Спасибо. Если что, большое спасибо. Если что, телефончик я вам оставил. Да. Выбирайте, Анечка. Вы в Донецке же все, да? Да, в Донецке. Мы живем недалеко от вас, нам очень удобно. Почему Саша? Где, на Путиловке? Ну, чуть дальше, восточный. Ну слышно. Ехать 5 минут. Саша нам набрал, говорит, есть 2 семьи, нужно помочь. Ну, мы быстро все. Спасибо тебе. Кому я
попадание было, вот, в квартиру, вот, квартира и подъезд. Да? Да. Когда это был? Ну, не знаю, это 16-й или 17-й год, я уже не помню, когда это было. Ага. Вот И это... откуда это? Ну, откуда? Вот с той стороны. Это передовой, да? Да. Украинский. Ну, да. Ага. Ну, сюда мы приходим, когда начинается обстрел. Прибегаем вот это, пересидим здесь. Раньше еще там 15-16 год мы даже ночевали здесь. Но людей было еще больше как-то, а потом все уехали с нашего дома. Вот мы остались тут 5 квартир. 8 человек мы живем. Всю войну, с начала войны, вот по сей день. Ну, у нас тут запас воды, продукты есть, посуда, дрова, уголь, буржуйка мы топим, и все это, обогреваемся, когда холодно. Ну, летом, конечно, лучше, тепло тут уже. Ну, вот так. Когда в прошлый раз вас нужно здесь? Когда последний раз здесь Да. были, ну, уже мы давненько тут не были, потому что можем пересидеть даже дома. Стреляют как бы «Спартак» больше. Слышали ж «Спартак»? Знаете, что такое вот это «Спартак»? Он рядом с вами, да? Ну, как бы вот тут депо, вот сюда выйдем, увидите длинное-длинное здание. Потом трасса, и за трассой уже «Спартак». Не очень далеко. Нам все слышно, вот это. Мы как бы пересидим дома. Бывает, что еще стреляют в сторону Путиловки. Ну, летит уже как бы рядом с нами, эти снаряды свистят, мы слышим. Но тоже пересидим дома. Потому что мы знаем, что мимо нас это летит, не к нам. Можно сказать именно, где мы находимся сейчас? Ну, это Ясиноватский район, станция Донецк-Северный. Мы относимся не к Донецку, а к Ясиноватскому району. Ясиноватая вот недалеко тут рядом, и мы вот эта администрация там вся находится, и, в общем. Вот так. Красный Крест нам привозят еще, Да? вот это помогают, да. И как далеко передовой здесь, если вы Ну, знаете? может, километры вот это уже украинские войска стоят от нас. И стреляет здесь? Или... Стреляет? Ну, стреляют. Иногда пули свистят во дворе. Мы тогда уходим тоже, когда начинается вот эта такая стрельба. Ожидаете активной фазы боевых действий? Ну, как бы да, в напряжении. Передают информация очень, очень серьезная, я думаю. А что будет, не знаем. Что Бог даст. Вот. Если начнется, вы уедете или будете здесь? Здесь. А куда ехать? Везде же будут стрелять. Ехать. Я могу только на Октябрьский поехать. Там племянник жил, он съехал оттуда. Снимает квартиру в другом районе, в Донецке дальний, там где-то возле Буденновки. Там. Ну, там квартира пустая. Только туда, так Октябрьский тоже там бьют. Куда ж ехать? Там и подвала такого нету. Я там была несколько лет назад. Ну, периодически езжу там в квартиру. Ну, у них там такого старые дома, у них такого подвала нету. Так что мы надеемся только на свой подвал. Мы уже и лом тут приготовили, вдруг если засыпет будем, если останемся там, не знаю, живы или не знаю как. В общем, такие дела. Ну, а по вашим ощущениям, начнется или нет? Не знаю. По телевизору то одно говорят, то другое. Другой информации у нас нет, что в интернете там ребята наши прочтут. Все то же самое, одно и то же. Ну, одни говорят тоже, вот политологи там по телевизору рассказывают, что вот будет. Другие говорят, нет, ничего не будет, побоятся там туда-сюда. Ну, посмотрим. Вот так. Ну, а что нас признавать будут или нет? Признают. Что вы 14 скажете? 14 числа. февраля, я тоже, да, мы это уже в курсе. И думаем. Вчера Паспорт получила, вот ездила ДНРовский несколько дней назад.
Вчера украинцы заявили, что не будут соблюдать Минские соглашения. Будут. Не Да, они их соблюдали, они же их и не соблюдают. Так что... И вы только получили динар паспорт, русский пока нет? Российский еще нет, я сама с России. Так что я не знаю, нужен он мне, не нужен. Ага. Если И нужно, приехала сюда. будет, да? Ну, скорее всего, ж будем получать, если это нас признают. Это, наверное, войдет в Россию. Ну, если признают, то я же думаю так, что, конечно, мы войдем. А куда ж мы денемся? Или как, отдельный статус у нас тут был? Никто ничего не знает. Не знаю, короче, что мы там думаем. Что будет, то будет. Ну, а вы как бы хотели. Хотели бы. Вы сказали, что в вашем доме 8 человек осталось, да? Да. А вообще вот этот ваш поселочек, сколько приблизительно было жителей и сколько осталось? Ну, хотя бы в процентном, может быть. Сейчас скажу, 7 домов здесь, вот это на нашем поселке, ну где-то 300 с чем-то, около 400, наверное, было. Ну, детей было очень много, вот это. Сейчас осталось 40 до 50. Вот на той пятиэтажке больше людей живет, где магазин, вот вы и проезжали. Четырехэтажки очень мало, там двухэтажки тоже, там несколько человек, и мы вот это. Тут было 60 квартир, из 60 мы живем 5 квартир, все уехали. Ну, мы думаем, многие уже не вернутся, потому что кто в России уже гражданство получили, мы же общаемся там с кем это. Многие уже. А так все разбито. Видели ж, в каком состоянии дом? А люди в основном работали в депо в этом, да? Ну, все железнодорожники, да. Считай, проводники, депо, вот станция, вот это, тут поезда ходили. Вот я работала на этой станции. Такую трогательную елочку, вы говорите, деток не осталось, вы для себя ее наряжали. Ну да, это она растет у нас, и мы решили, вот это Дед Мороз еще, он старше меня, наверное, еще, это еще советского или там какого производства. Короче, мы откопали этого Деда Мороза, нашли, нам привезли. И вот эту елку нарядили. Ну, конечно, для себя. Надо ж как-то поддерживать хотя бы что-то лучше. А Новый год все вместе отмечали, все соседи? Ну, как бы да, немножко посидели, собрались там и разошлись. Да. Вот каждый год я ж пишу вот там на стене. Стена плача называется. Ой, расскажите Посмотри. об этом, пожалуйста. Что это? Покажите. Ну, вот как началось это все, вот я пишу это угольками. С буржуйки достаю угольки и пишу. 2015, это ж 14 вертолеты тут пролетели, над нами они как раз повернули и на аэропорт полетели, мы же видели это все. И вот 15-й год мы встречали, еще людей тут было, но потом уже разъезд. 16-й, 17-й, вот 19-й, 20-й, 21-й, 22-й год. Я не знаю, хватит мне стены тут писать или может не хватит, может все закончится, может еще на потолке буду писать. Ну, в общем, такие дела. Вот это я называю стена плача у нас, как в Израиле. Только записки мы не пишем, не ложим. Можно сказать, что у вас здесь сейчас? Вижу, свет есть, вода есть, газ есть? Ничего нету, отопления нету, обогревателями обогреваемся. Воды нету, вода вот самотеком подвал только течет. Замерзает. Вот оно журчит, потому что раньше же были эти, отопления, это вода, эти трубы не замерзали от отопления. Теперь отопления нету. Вот приходится открывать кран, чтобы вода бежала немножко самотеком, не замерзала. Вот приходим, тут берем, вот в этой комнате воду. Летом выводим как бы на улицу, да, чтобы это И набирать. почему это? Это был за отстреляет нету вода, газ, или это просто... Газа у нас и не было, у нас тут электропечи. Вот дом построили, у нас были электропечи, газа у нас тут не было. И вода почему? Разбили подстанцию, эту котельную. Была для поселка мини-котельная, обогревали наши дома, ее разбили. Украинский... Ну да, а кто уж. Ага. И все эти трубы, вот это что, шло это. А? Ну все, не, они пробиты осколками. И, короче, котельная где-то есть, говорят. Уже она сборная у нас была, она мини-котельная. И говорит, смысла нет ее ставить новую, привозить сюда, потому что еще вот это обстрелы.
И вот это у нас отопления нету. Мы зимой обогреваемся обогревателями. Красный Крест нам выдали обогреватели. Украинский сказал, они войска не стреляют на гражданский поселок или гражданский инфраструктуру. Да, Как вы конечно, могу что вы первый раз вот это тут видите и слышите. Стреляют везде, и подстанции бьют, и все. Ну, почему они сказали это, если неправда? Не знаю, что они там говорят. Малыш, не волнуйся, я на месте. Скажите, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, а фамилия? Гурчиани. Гурчиани. Да. И тоже неделю назад Зеленский он на пресс-конференции он сказал и обещание, который Крым и Донбасс будет части Украины. Вернее, он сказал, заберу Крым и Донбасс. Ну, не знаю, если он заберет, только каким образом и как это будет выглядеть. Я думаю, что это... Думал, это возможно? Или... Я думаю, что нет уже. А вы сами в Украину хотели бы вернуться? Я нет. Есть люди, которые хочу? Здесь у нас? Да. Ну, не знаю, я у нас не знаю тут таких. Ну, у нас тут 40-45 человек, никто об этом и даже и не заморачивается. And you see how the people live here, and as always, we're going to continue to show you what the reality is here on the ground near the Ukraine war front line in the Donetsk People's Republic. We just hope the West will pick up on some of this information that's coming out and stop showing you what their country's narrative wants them to show. Let's show all the truth and go from there, and hopefully this will bring peace to the area.